Почему молодежь конца 90-х, начала нулевых была такая жесткая, отбитая, совершала жестокие преступления? Будем разбираться сегодня с вами вместе. Всем привет, с вами Миша Выплюшка. Погнали. Вот этот мем, да, всеми нами, наверное, знаемый, все мы его видели. Он не просто так здесь находится. Сейчас вы поймете суть, да, начало такого издалека. Давайте его немного просмотрим, да, чтобы напомнить, так сказать, друг другу. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Тюрьма не место исправления, школа новых преступлений. Почему я вам его включил вообще, почему решил вспомнить? Дело в том, что я встречал людей подобных, вот как эти пацаны, да, таких же, вот с преступлением один в один. Если кто не знает, такой мем веселый, ситуация страшная на самом деле. Вот эти трое молодых людей убили таксиста, завладели там, короче, ну по мелочи, магнитолу, спиздили из этой машины и колеса потом продали. То есть, ну вот в это они оценили человеческую жизнь, нанесли ему около 100 ножевых ранений. Все вместе, вот. И после этого, когда давали вот свои, так сказать, комментарии, когда им огласили приговор, вот этому дали шоколаду 8 лет, который ни в чем не виноват, другому 10 лет, и вот челу, который говорил, типа, не получилось, не фартанул, ему дали вроде как 19 лет. Я встречал людей, вот один в один такое же было преступление, прям вот, ну, за железку. Раньше что-то вот, ну, в начале нулевых частенько убивали людей из-за машин, я не знаю, вот, ну, практиковалось такое, что выкидывали на светофоре и, ну, просто там вот убивали, типа, ловили машину участника. Ну, что ж там, да, таить греха, вы сами прекрасно знаете, моя последняя судимость, за что была, есть видео в Петровке 38, но сейчас я вам хочу сказать, что я ни в коем случае не то, что не пропагандирую, я против совершения вот подобных действий, я исправляю свою жизнь, меняю, чего я вам желаю, если у вас какие-то есть там трудности, либо какие-то внутренние демоны, вот, давайте будем меняться вместе, да, в лучшую сторону, работать над собой никогда не поздно. Итак, самый простой ответ, который напрашивается, да, почему вот дети 90-х, назовем нас так, да, потому что наша молодость такая пришлась на 90-е годы, почему вот такая жестокость, почему таких много было очень преступлений, их действительно было много, вот в мою бытность это были такие основные статьи: кражи, разбои, грабежи, убийства. По наркотикам сидело очень мало людей, сейчас основная статья, за которую как бы сидит молодежь, это наркотики. Самый простой ответ, который напрашивается, да, и который там, наверное, люди, большинство там, может быть, ну не знаю, есть такие, что это типа биомусор, да, типа вот они такие вот мудаки, да, жизнь делится на хороших людей и плохих, но, скажем так, свое оправдание людей, которых я встречал, скажу вам так, что, ну, это не всегда так. Я понимаю, что большинство думает, что в тюрьме сидят одни отбросы, да, и по большому счету вы правы. Дело не в том, что они конченые, да, люди. Дело в том, что в основном, ну, к сожалению, и большинство там не задумывается о своей жизни, вот именно в правильном контексте, будучи до конца искренним с собой и проявляя какое-то желание свою жизнь изменять. И, ну, им действительно как бы назад дороги нет, они так и будут сидеть и сидеть в тюрьме, либо потом умрут там от передоза, либо от алкоголизма, ну, либо в каких-то там передрягах погибнут, связанные вот с этой жизнью. 95% тех, кто сидит в тюрьме, это алкоголики и наркоманы. И только 5%, наверное, только тех, кто реально занимается ну, ведет криминальный образ жизни, занимается серьезными преступлениями, заколачивая нормальные бабки на этом. И, в общем, мой анализ, да, вот что я думаю по этому поводу, почему это все произошло. Я вот так вот ковыряю свою жизнь и с разных сторон пытаюсь посмотреть, почему вот такая череда событий, которая привела меня вот к той жизни, которой я жил раньше. Мое мнение такое. В 90-е годы жизнь была в стране, мягко говоря, неспокойная.
Война в Чечне, гибло очень много молодых людей. Развал Союза, очень многие потеряли работу, образовались преступные группировки. Люди гибли, в основном мужское поколение, мужской пол. Например, мой отец погиб, да, в 97 году. Тоже глупо и не стоящая, скажем так, бессмысленная смерть. У очень многих людей, которые даже не сидели, неполные семьи. Да, плюс еще ко всему сексуальная революция, которая пришла к нам с Запада, да, и стало можно разводиться, трахаться налево-направо, стриптиз-клубы, там еще что-то. В общем, семьи стали распадаться, либо по той причине, там, по потере кормильца, да, скажем так, ну, по потере одного из родителей, да, у многих и матеря как бы умирали, либо по причине того, что люди как бы разводились, да. Блять, пока не забыл. Друзья, если вы любите настольные игры, у нас есть замечательные нарды, шахматы, шашки, все ручной работы, в полном комплекте, все очень здорово, классно сделано. Есть разные вариации со всеми футбольными командами, охотничьей тематики, вот с гербом, шахматы, фигуры тоже резные, все классно, здорово сделано, шкатулки ручной работы. Вот такие вот клевые четки в машину, тоже очень много вариантов есть интересных. Ребят, если кому нравится, кому-то хочется себе или в подарок, пишите в соцсети, ссылки, как всегда, будут в описании. Всем добра. Продолжаем. Либо, ну, в общем, вы понимаете, да, неполная семья – это один из критериев того, что 95% тех, кто сидит в тюрьме, они росли в неполной семье. После того, как, допустим, столько всего хотел сказать, у меня вот вчера вечером столько это крутилось все в голове, пытаюсь сформулировать как-то поумнее, более приятным вам там и понятным языком, ну, хуй с ним, буду, короче, говорить то, что есть в башке. В общем, после того, как, допустим, отец у человека погиб, да, там, у ребенка, мать, естественно, женщина, девушка молодая, ей хочется там с кем-то встречаться, жить, у человека появляется отчим, и не всегда отчим хорошо относится к чужому ребенку. Плюс вот эта обида, то, что, вы знаете, это, ну, не то, что выглядит как предательство, но для ребенка, ну, это неприятный момент, когда он теряет, допустим, своего отца, да, и на его месте появляется какой-то другой, который к нему херово относится, и так далее и тому подобное. Это один из моментов. Второй момент, то, что мы воспитывались на улице, и были ребята, которые чуть постарше, дали нам они тоже своеобразные понятия. У кого-то был там брат старший в какой-то братве, да, либо около. Вот эта романтика блатная, она все-таки присутствовала. Да, кстати, вот, ну, касаемо людей, которые стояли в ОПГ, там вообще другая история. Там просто стечение обстоятельств. В основном эти люди были все из полных семей, с профессией, мастера спорта, с образованием. Просто, ну, вот случилось так, что такой вот пиздец прошелся по стране, и им как-то, не знаю, пришлось, может быть. Ну, немного было вариантов у молодежи в то время. Итак, вот этот момент, да, вот, то есть два момента уже таких я вот насчитал. И исходя из всего вышесказанного, опять же, опираясь на свой опыт, я вам скажу, что руководит вот такими действиями, да, вот такими преступлениями, это три основных фактора, да. Обида, да, как бы там не было тяжело это признать, да, но большинство тех, кто сидят в тюрьме, у них имеется внутренняя душевная травма. Ну, другими словами, обида. Обида, страх. Действительно, так и есть, страх. Страх много в чем. Внутренние детские твои страхи. По большому счету зэки, арестанты, это дети. Дети, ну, ставшие вот
так сказать, на развитии, на пути, да, пытаются вот прикрыться всякими татуировками, там, да, такой своей брутальностью, думают, бля, вот для чего наколки эти все делают, да, чтобы выйти, показать, я такой крутой, я сидел, вот бойся меня, самоутвердиться, вот так вот. Но по большому счету, когда освобождаешься, всем похуй. И не то, что похуй, даже, ну, у людей у многих вызывает это страх, отвращение, неприязнь какую-то. Если ты себя как бы ничего не представляешь, что эти наколки, они ничего тебе не дадут. Наоборот, как-то будут на тебя смотреть еще как-то... Ну, блядь, короче, ничего хорошего они не приносят. Ну ты же, блядь, крутой, да? Ты же, блядь, сидел, ты вышел. Какого хуя? Кто меня, почему здесь меня не уважает, меня здесь хуй не ставит? И самая главная проблема, третий пункт, который я вам не назвал, это гордыня. Если вы верующий человек, православный, вы понимаете, о чем я говорю. Для других, для тех, кто либо не верует, либо ну, ходит, как, скажем так, в церковь только на праздник, скажу вам по-другому, гордость. Гордость бывает добрая. Когда ты, например, купил участок, построил там сам дом, и твоя семья, там отдыхает твои родители, и ты вот так вот по-доброму гордишься, то, что ты это сделал. Но есть и другая гордость, когда ты плохая, вот она гордыня называется, когда ты себя считаешь не въебаться там каким-то, блядь, пупом земли, да, скажем так. И в глубине души ты все равно знаешь, как бы, что это не так, но ты пытаешься изо всех сил казаться для других вот именно таким крутым, малым, да, и, блядь, в погоне вот за этим авторитетом, вот за этими доказательствами люди очень часто совершают подобные преступления. Они хотят показать себе среди вот, ну, себе и другим таким же вот, кто в твоем кругу, что я такой вот крутой, что я ничего не боюсь, мне все похуй. Я могу делать то, делать это, то есть, ну, для меня жизнь человеческая ничего не стоит, я такой отморозок. Скажу вот по себе, подпитывает еще, знаете, что человеческий вот страх, он такой на уровне звериного, когда вы толпой там кого-то берете там в оцепление, да, и когда человек стоит, боится, и все это чувствуют, ну, как шакалы это как шакалы. Я не горжусь тем, что я делал, ребят, серьезно вам говорю. Сейчас просто провожу анализ, и мне интересно, почему это все происходило, хотя я уже, в принципе, ну, докопался до всех этих моментов, я о них раньше не задумывался. И мне даже не верится иногда в то, что я творил. Я сделал очень много плохого людям в своей жизни. Я, когда вспоминаю, мне становится даже самому страшно от того, что такие вот люди, каким я был, есть. Бывают, конечно, и хуже, но все равно, как бы, реально страшные вещи я творил. И, в общем, вот этим страхом там, ты подпитываешь эту свою гордыню, что ты можешь у человека забрать, потратить его деньги, которые он там заработал, или там, ну, неважно, где он их взял. Иди в пизду отсюда. Рожа противная, сука. Вот так, вот это происходит именно так. И та же история с наркоманами и алкоголиками. Они употребляют наркоту для того, чтобы, блядь, побыть в этой эйфории, побыть таким пиздатым. Наркоманы все очень самолюбивые, все себя любят. Алкоголики, даже не знаю. Это уже тяжело сказать, за наркоманов могу сказать точно. А куда девать деньги, знаете, я совершал преступления трезвым в основном, для того, чтобы не попасться. Ну, и в пьяном состоянии тоже. Куролесил, совершал преступления. Уже после того, как что-нибудь сделать. Потому как, ну, куда ты будешь девать деньги, заработанные криминальным путем? Ты же не будешь их откладывать, что-то там в банк положишь под проценты. Еще один важный момент, который повлиял на молодежь того времени, это культура. Культура, фильмография. Да, я сделаю сейчас вот на днях топ фильмов, плохо повлиявших на молодежь. Я думаю, вы догадываетесь, какие там фильмы будут. Если знаете варианты, можете написать в комментариях. Я всегда читаю, на интересное отвечаю, лайкаю. Ребят, да, все ссылки в описании. Как всегда, можно поставить палец вверх.
подписаться на канал, если кто не подписан. Все вот это в совокупности и давало вот ту шпану, да, тех вот людей молодых, которым и я был в свое время, и те вещи, которые мы совершали, да, вот эта череда вот этих событий. К сожалению, большинство людей, те, кто там сидят, меня смотрят иногда даже те, кто сидят в тюрьмах. Меня смотрят и на особом режиме, и на строгом, и на общем, и на поселках. Все пишут, присылают фотки в соцсети. Большинство людей, конечно, даже если они в тюрьме посмотрят этот мой ролик, ну, наверное, скажут, что я говорю хуйню. Потому как, ну, они побоятся себе в этом признаться. Хотя в глубине души будут понимать, что я хоть чуть-чуть, но прав. Хотя на самом деле не чуть-чуть. Я ковыряю и вот докапываюсь до этой сути. Именно копаю. И именно считаю, что проблема в гордости, вот именно в гордыне. Это самый страшный грех православия. Не убийство, как вот может кто-то подумать, не, там, не знаю, изнасилование какое-то. Нет, именно гордыня. Потому как из-за гордыни происходят все остальные преступления. Когда человек один убивает другого, например, там, не знаю, из-за долга, да, один другому не отдает деньги, да, тот и говорит, думаю, блядь, да кто он такой есть, сука, я ему помог, а он меня кидает, как лоха, он так поступил со мной. Это гордыня, говорит тебе. Я не говорю, что надо все спускать на тормозах, но пороть горячку нельзя тоже. Когда человек убивает там из-за ревности, это тоже гордыня в нем говорит. Типа, бля, я такой весь охуенный, как вот вообще мне можно там изменить там или так далее. Это опять же гордыня. Это все гордыня. Бороться с этим можно только одним способом. Это смирением. И работой над собой. Что в принципе одно и то же. Как только ты себя примешь таким, какой ты есть, и не будешь из себя строить никого, что-то себе там придумывать, летать в облаках. Я помню сам, как я, знаете, чем занимался в зоне. Я брал телефон, либо плеер, ну, в общем, музыку, чтобы послушать, да, ложился, втыкал наушники и слушал всякую музыку и представлял, как я еду на кабриолете, лупатом Мерседесе, купе. Вот как сейчас все это помню. У меня колбасит музон, я такой весь в наколках, крутой, блядь. Там кого-то подрезаю. Вот такие вот у меня мысли были в голове, что я выйду и такой и буду вот крутой авторитет, охуенный. Но по итогу, когда я освобождался, все это заканчивалось какими-то мелкими кражами, грабежами, мошенничеством и так далее, тому подобное, употреблением наркотиков, алкоголя, короче, и вот такой вот асоциальной жизнью. Большинство, кстати, вот только об этом также и мечтает, о чем мечтал и я. Вот только последним сроком я взялся за голову, одумался и поменял свои приоритеты. Я решил для себя, что когда я выйду, я буду согласен на любую работу. Я хочу изменить свою жизнь, мне есть ради чего жить, у меня растут дети. Я хочу и свой остаток жизни, который мне вот Бог отмерил на этой земле, прожить его уже нормальной жизнью. Правда, не всегда все выходит гладко. 12 лет колонии и прошлая жизнь, ее не вырвать с корнем отсюда. И иногда вылезает вот реально наружу вот этот альтер-эго, да, если вы меня давно смотрите, понимаете, о чем я говорю. Но, тем не менее, я над собой работаю, делаю усилия. Иногда, бывает, срываюсь. Все-таки, ну, тоже я человек, я не без греха, скажем так. Вот. Ну, вот такие причины, друзья. Еще максимум пару роликов и будет биография. Биография будет начинаться сначала, как я уже говорил. Ну, ничего страшного, на моем канале есть и новые люди, которые не смотрели мою историю того, как вот я вырос, грубо говоря, там, мягко даже говоря, да, в нехороших условиях, да, как я попал в места не столь отдаленные, как я жил криминальной жизнью, что случилось с моими друзьями, как я отбывал наказание, чем я занимался на свободе между отсидками и, так сказать, мою жизнь сейчас, как вот я исправляюсь и работаю над собой. Посмотрите сначала, думаю, лишний раз, ничего страшного, да? Ладно, ребят, всем добра. Этим роликом хочу сказать, что
нет предела совершенству, да, всегда надо работать над собой, не лениться. Буду стараться вас мотивировать, поддерживать, вы поддерживаете меня. Я, кстати, сейчас узнал, когда вот начал заниматься блогингом, что очень много хороших людей в мире на самом деле. Мне довелось познакомиться с большим количеством людей, благодаря каналу, которые действительно хорошие люди, и они есть. Всем спасибо вам. Ребят, спасибо, кто подписывается на канал, нажимает кнопочку «Спонсировать». Вы меня очень продвигаете. Берегите себя, не занимайтесь фигней. Все, до новых встреч. Увидимся.